Морни — это пятизвездочный саппорт стихии Fusion, использующий Broad Blade, специализирующийся на усилении команды через механику Tune Break. При этом ее набор умений также включает универсальные бафы и стабильное лечение, что роднит ее с такими мета-саппортами, как Shorekeeper и Verino. Благодаря схожей философии геймплея и высокой универсальности, Морни уже на релизе становится не просто альтернативным саппортом, а одним из сильнейших вариантов поддержки в командах, завязанных на Tune Break механиках, при этом оставаясь полезной и вне своих ниш. Чтобы понять, за счет чего это достигается, разберем ключевые механики ее умений и способностей. Ключевые механики. Геймплей Морни строится вокруг двух шкал форте, которые необходимо заполнять для входа в усиленное состояние и последующего применения ключевой усиленной тяжелой атаки. Именно эта последовательность составляет основу ее ротации. Первая шкала форте — Rest Mass Energy. Первая шкала форте Rest Mass Energy используется исключительно в стартовой ротации. Она полностью заполняется либо после 3 базовых атак, либо после 1 парирования. После полного заполнения Морни получает доступ к особой тяжелой атаке Geopotential Shift, которая переводит ее в усиленное состояние Wide Field Observation Mode. В этом состоянии персонаж получает вторую шкалу форте, измененные базовые атаки, новый навык. Важно отметить, что вход в усиленное состояние возможен также через интро-скилл, поэтому после первой ротации оптимальной игрой является именно вход через интро. Это позволяет сразу перейти в усиленное состояние, значительно ускоряя ротацию. Вторая шкала форте — Relative Momentum. Находясь в Wide Field Observation Mode, Мортефи начинает накапливать вторую шкалу форте — Relative Momentum. Она заполняется за счет 3 базовых атак в усиленном состоянии, 1 навыка в усиленном состоянии. После полного заполнения шкалы Морни может применить особую тяжелую атаку Inversion. Эта атака накладывает на всех пораженных врагов Observation маркер. При нанесении Tune Break урона маркер преобразуется в Interfered маркер. Когда на враге с Interfered маркером накладываются Tune Rupture или Tune Strain, он начинает получать повышенный урон от союзников, вплоть до 40% бонуса к урону при максимальном эффекте. Если отмеченные противники погибают, маркеры могут быть повторно наложены на новых врагов, что обеспечивает стабильность бафов в затяжных боях. Symphony Field и общая логика ротации. При входе в усиленное состояние Морни автоматически создает Symphony Field, ключевую зону поддержки, предоставляющую команде сразу несколько эффектов. Это поле может быть дополнительно усилено при использовании Ultimate. Таким образом, базовая логика геймплея Морни выглядит следующим образом. Морни как можно быстрее входит в усиленное состояние, выполняет 3 усиленные базовые атаки и навык, применяет тяжелую атаку Inversion, усиливает Symphony Field с помощью Ultimate, завершает ротацию. Бафы и поддержка команды. Морни предоставляет команде обширный набор усилений, распределенных по различным элементам ее набора умений. Бафы от Symphony Field. Плюс 50% Off Tune Build Up Rate, ускоряющее накопление Tune Break. Постоянное лечение союзников, командное сопротивление прерыванию, которое на практике почти всегда активно в бою. Усиление поля через Ultimate. Плюс 20% защиты всей группе. Дополнительное усиление лечения. Бафы от навыков. При использовании любого из ее навыков Морни предоставляет либо 3 One-Shot Resists, любой урон, превышающий 30% максимального HP, игнорируется, либо 1 Death Resists. В обоих случаях дополнительное лечение. Эффект длится 60 секунд и имеет перезарядку 5 минут. Бафы, связанные с Tune Break. До 40% бонуса к урону по врагам, находящимся под Interfered маркер, при условии нанесения Tune Rupture или Tune Strain. Outro Skill. 25% усиления всего наносимого урона всей группой. За счет ротаций этот эффект практически постоянно активен. Эко-сет. Плюс 25% к атаке всей группе, также с постоянным аптаймом. Сигнатурное оружие.
плюс 20% крит урона всей группе. При наличии сигнатуры эффект поддерживается практически постоянно. Дополнительные особенности билда. Ранние секвенсы Морни значительно усиливают ее потенциал поддержки, увеличивая крит-урон для команды, off-tune build-up rate, аптайм и универсальность бонуса урона от маркеров. Часть ее командных бафов, а также собственный урон от Ultimate достигают максимальных значений при 260% общего Energy Regen. Учитывая, что 10% восстановления энергии дается пассивным навыкам, еще 10% основным эко, Морни необходимо набрать 240% восстановления энергии через эко-сеты. С сигнатурным оружием это достигается особенно легко, однако даже с полностью фри-то-плей доступными 4-звездочными вариантами это остается реализуемым. Фактически, восстановление энергии — единственное жесткое требование к билду Морни, что делает ее крайне удобным саппортом в развитии. Билды для Морни. Морни практически всегда используется как чистый саппорт-хиллер, поэтому ее билд не требует вложений в личный урон за пределами ультимейта. Основные задачи при сборке персонажа — максимизировать лечение, стабильность бафов и аптайм эффектов, завязанных на восстановлении энергии. Хиллер/саппорт билд. Это основной и приоритетный билд для Морни, ориентированный на максимальную эффективность ее бафов и маркеров. Лучшее оружие. Starfield Calibrator. Альтернативное оружие. Discord, Dauntless Evernight, Broadblade 41. Все альтернативы остаются полностью играбельными при условии соблюдения требований по восстановлению энергии. Эхо-сет. Hollow of Starry Radiance 5 предметов. Этот сет является оптимальным, так как дает постоянный командный баф на атаку, отлично синергируя с ролью Морни как универсального саппорта. Основной эхо. Реактор Хаск. Приоритет основных характеристик эхо. 4 — защита процентная. Обе тройки — восстановление энергии, обе единицы — процентная защита. Приоритет сабстатов. Восстановление энергии — абсолютный приоритет. Защита процента, защита без процента, крит-шанс. Крит-урон в данном билде не является обязательным, но может быть полезен для усиления урона ультимейта при высоком восстановлении энергии. Rejuvenating Glow билд — альтернативный вариант. Этот билд используется в случаях, если Halo of Starry Radiance еще не нафармлен. Оружие. Starfield Calibrator — лучшее. Discord, Dauntless Evernight, Broadblade 41. Эко-сет. Rejuvenating Glue — 5 предметов. Сет уступает Halo of Starry Radiance примерно на 10% командной атаки, однако в остальном показывает сопоставимую эффективность. Основной эко. Fallacy of No Return. Этот эко дает дополнительное восстановление энергии, предоставляет еще 10% ATK всей группе, компенсируя потерю от смены сета. Приоритет характеристик. Основные статы. 4 — защита процентная. Обе тройки — восстановление энергии. Обе единицы — защита процентная. Сабстаты. Восстановление энергии, защита процентная, обычная защита, крит-урон. Команды с Морни. Благодаря универсальным бафам, ускорению off-tune или tune break и сильной поддержке выживаемости, Морни отлично вписывается как в специализированные tune break команды, так и в более гибкие составы с любым гиперкерри. Ниже рассмотрены ее лучшие и наиболее показательные командные варианты. Юно Tune Break команда. Состав. Юно Main DPS. Лине Sub DPS. Морни Support. Синергия команды. В этом составе Морни лучше всего раскрывается в паре с Лине, усиливая бурст ориентированного DPS Юно. Морни предоставляет всей команде высокий off-tune build-up rate, позволяя значительно чаще вызывать tune break. Усиливает урон по целям с interfered marker, обеспечивает стабильное лечение и защитные механики. Лине, в свою очередь, существенно увеличивает tune break DMG команды,
усиливает урон высвобождения резонанса и весь наносимый урон для Юно, вносит собственный значительный урон через Off-Tune механику. Выживаемость в команде крайне комфортная, так как и Морни, и Юно обладают командным лечением. Лине Main DPS. Состав команды. Лине Main DPS. Санхуа Sub DPS. Морни Support. Синергия команды. В этом варианте Лине выступает в роли основного DPS, а команда в целом сильно завязана на Off-Tune и Tune Break. Морни резко повышает накопление Off-Tune, позволяя Лине гораздо чаще вызывать Tune Break. Усиливает входящий урон по целям с Interfered Marker, обеспечивает регулярное лечение и защиту. Санхуа усиливает урон базовых атак Лине через свой аутро, вносит стабильный дополнительный урон и ускоряет ротацию. Универсальная Tune Break Support команда. Состав. Любой Main DPS, Лине Sub DPS, Морни. Общее описание. С выходом Tune Break в версии 3.0 связка Лине плюс Морни формирует крайне гибкое ядро, которое можно использовать с любым гиперкерри, независимо от атрибута. Морни ускоряет накопление Off-Tune, позволяя делать Tune Break стабильным и частым источником урона. Лине усиливает Tune Break DMG, дополнительно снижает уязвимость врагов. Вместе они также предоставляют несколько источников увеличения всего урона бафов, что делает эту связку универсальной и эффективной практически в любом контенте. Как правильно играть за Морни? Морни — это ротационный саппорт, эффективность которого определяется не временем на поле, а точностью входа в усиленное состояние, правильным наложением маркеров и поддержанием бафов. Ее задача — как можно быстрее активировать усиленный режим, наложить Interfered маркер, усилить Syntony Field и передать ход основному DPS. Важно понимать, что Морни не предназначена для длительного онфилда. Любое промедление после завершения ее ключевых действий снижает общий урон команды. Приоритеты в бою. При игре за Морни всегда соблюдайте следующие приоритеты. Как можно быстрее входить в Wide Field Observation Mode. Накладывать Interfered маркер через Inversion до выхода с поля. Активировать и усиливать Syntony Field перед переключением на союзников. Поддерживать 260% восстановления энергии, чтобы маркеры и бафы работали на максимуме. Выходить с поля сразу после завершения ротации, передавая бафы через аутро. Старт боя и первая ротация. Первая ротация всегда немного длиннее, так как требует ручного заполнения первой шкалы форте. Начните бой за Морни. Выполните 3 базовые атаки, чтобы полностью заполнить Rest Mass Energy. Используйте тяжелую атаку Geo Potential Shift, войдя в Wide Field Observation Mode. В усиленном состоянии выполните 3 усиленные базовые атаки. Используйте резонанс скилл. При наличии энергии активируйте ульту для усиления Syntony Field. Усильте Syntony Field до High Syntony Field. Примените тяжелую атаку Inversion для наложения маркеров, которые далее конвертируются в Interfered маркер. Немедленно покиньте поле через аутро. На этом этапе Морни полностью выполнила свою задачу. Команда получила поле, лечение, сопротивление прерыванию, ускоренный Tune Break и усиление урона по цели. Повторные ротации через интро. Во всех последующих ротациях Морни должна входить на поле через интро-скилл. Это ключевой момент ее оптимальной игры. При входе через интро Морни мгновенно переходит в Wide Field Observation Mode. Полностью пропускается этап накопления Rest Mass Energy. Ротация становится значительно короче и стабильнее.